Как же все-таки древние строители обрабатывали твердые породы камня? На скалах и камнях осталось множество следов работы неизвестного инструмента. Мы с трудом можем представить, что же это был за инструмент. Некоторые специалисты, гнать дуру с серьезным лицом, утверждают, что все это было сделано с помощью камней из более твердых пород камня. Ну, или все эти следы сделала матушка природа с помощью водно-ветровой эрозии. Объяснить все следы на камнях и скалах довольно сложно. Что, если в некоторых случаях применялись иные физические принципы? Например, радиация, СВЧ-излучение, ТВЧ-излучение, плазма. На канале Мегалитикус, к сожалению, не знаю, как зовут автора, вышло видео. Тайна пропилов в Вальянтайтамба, часть 3. Царь пропил. На 11-й минуте 20-я секунда можно увидеть камень, который подготавливали к разделению неизвестным нам способом. Далее автор ссылается на Максима Солдатова, который недавно делился своими наблюдениями по обработке камня на канале Лаи. Он выдвигает и обосновывает версию радиоактивного происхождения таких следов. Да, оказывается, радиация может воздействовать на камень. Давайте узнаем. Радиоактивные частицы, альфа, бета, гамма-кванты, нейтроны, пролетая сквозь породу, в том числе сквозь зерна кварца, передают энергию кристаллической решетке. Это может приводить к появлению дефектов, вакансий, отсутствия атома, междуузельных атомов, протяженных дефектов, например, каналов. Чем выше доза облучения, тем больше таких нарушений. Если кварц подвергается очень мощному потоку частиц, например, быстрых нейтронов, при достаточно высоком флюенсе, дозе, может начаться радиационная аморфизация, локальное разрушение кристаллической структуры, образование новых, менее упорядоченных фаз. Не только радиация может оказывать воздействие на камень, но и СВЧ-излучение. В СССР длительное время изучали воздействие СВЧ-излучения на твердые породы камня для прокладывания тоннелей и других горных работ. Давайте зачитаю фрагменты из публикации в научном журнале от 2019 года. Сразу хочу оговориться, что данные работы были направлены исключительно на грубое разрушение горных пород. Они не разрабатывали технологию для отделения блоков или их полировки с помощью СВЧ-излучения. Научная публикация, ее название, о возможности создания технологии взрывного разрушения массива горных пород, диэлектриков, направленным электромагнитным потоком концентрированной энергии СВЧ. Исследования разрушаемости крепких горных пород и бетонов были начаты в 1964 году на одном из предприятий электронной промышленности, темы «Эксперимент Гранит, Гранит-1», а с 1970 года были продолжены совместно с Институтом горного дела имени Скачинского в лаборатории электрофизического разрушения горных пород. Основное достоинство электромагнитной энергии СВЧ при оптимально выбранной рабочей частоте – это возможность ее направленного проникновения в горную породу на небольшую глубину от поверхности в концентрированном виде. Известно, что с помощью сравнительно несложных устройств можно обеспечить направленность излучения энергии СВЧ в узком луче. Как известно, поляризация диэлектрика сопровождается поглощением энергии электромагнитного поля СВЧ, которое выделяется в объеме породы, в зоне облучения, в виде тепла за счет взаимного трения соседних полярных молекул при их поворотах вслед за изменениями направления электрического поля. То есть происходит диэлектрический нагрев горных пород, и чем выше частота, тем интенсивнее происходит нагрев. Осуществляя интенсивный локальный нагрев породы диэлектрика энергии электромагнитной волны СВЧ за время, когда теплопроводность породы не оказывает заметного влияния на процесс воздействия, можно реализовать разрушение породы в квазиадиабатическом режиме. Разрушение камня происходит из-за нагрева, а также из-за давления паров воды, содержащиеся в породе. В ходе экспериментов при увеличении плотности потока получалась плазма. Плазма мешала проникновению СВЧ внутрь породы, и так как ученые ставили целью именно разрушение горной породы, плазму посчитали нежелательным явлением при данных работах. Чтобы плазма не образовывалась, решили уменьшать плотность потока на некоторых участках.
Хотя ученые все-таки придумали, как подчинить и плазму для своих целей. Если плазму создать вдоль оси круглого волновода, например, с помощью дугового плазматрона, в виде плазменной струи с конечной проводимостью и к ней подвести энергию СВЧ с помощью СВЧ электромагнитной волны N1,1, то возбудится замедленная поверхностная волна N0,0, обеспечивающая передачу энергии СВЧ вдоль плазменной струи в волноводе с выходом на массив породы без рассеивания в окружающее пространство. Благодаря высокотемпературному воздействию плазменной струи на породу, примерно 3000 градусов Кельвина, в массиве горной породы создается углубление, в которое вдоль плазменной струи направляется электромагнитная энергия СВЧ с круговой поляризацией вектора И и обеспечивает разрушение массива по периферии. Мой комментарий. Просто какие-то инопланетные технологии разрабатывались в СССР для горных работ. Фрагмент далее зачитывать полностью не буду. Там самое главное — длина плазменной струи 100 см. Если я правильно понимаю, установка позволяла создавать плазменную струю длиной 1 метр, и надо полагать, на такую глубину струя прорезала камень. При температуре 3000 кельвинов плазма будет остекловывать камень и будет получаться эффект полировки. Вот научные работы, посвященные плазменным установкам для горных работ. Как установлено экспериментально, скорость разрушения горных пород увеличивается, притом нелинейно, с ростом плотности мощности СВЧ в породе. Кроме того, привлекает идея возможности создания перемещения фокуса в породе, ближе или дальше от поверхности породы. С этой целью предлагается: первое — увеличить общий уровень мощности СВЧ в породе путем сложения с помощью суммирующего устройства мощности от нескольких, двух и более источников СВЧ с уменьшенным в каждом источнике уровнем мощности. Второе — концентрировать энергию СВЧ на различной глубине от поверхности породы, изменяя фокусное расстояние с помощью суммирующего устройства. Здесь мой комментарий. Тут мы только что прочитали, что с помощью сложения двух и более источников можно создавать фокус в породе. А если обеспечить перемещение нескольких источников или их поворот, можно скалывать породу от массива скалы по заранее запрограммированной траектории. В теории такая установка сможет отсекать ненужное, оставляя нужное, причем в криволинейных плоскостях. Получится что-то вроде трехмерного принтера, только наоборот. Трехмерный разрушитель горных пород или трехмерный скульптор. Можно работать в нескольких режимах: разрушение горной породы и оплавление. Меняя частоту и мощность, можно оплавить отколовшийся блок или рваный горный массив, чтобы скала не разрушалась от ветра и воды. Для экспериментальной проверки радиофизического способа разрушения крепких горных пород в условиях, приближенных к массиву, была изготовлена опытная СВЧ-установка на длине волны 5 см мощностью 50 кВт с фокусирующим эллиптическим излучателем и подготовлен в полигонных условиях имитатор массива крепких горных пород диэлектриков на основе песчаников Донбасса сечением 3 на 3 метра. Мой комментарий. Серьезный был подход у исследователей. Далее приводится картинка. Обратите внимание на ту, что слева внизу. Воздействие СВЧ оставляет след, который исследователи называют следом от плазменной лопаты. Так как порода разрушается в том числе из-за нагрева, обработанный участок может впоследствии начать отслаиваться и разрушаться, что мы часто видим на практике. При плотности потока мощности СВЧ 450-500 Вт на квадратный сантиметр, достигнутому в настоящее время, была реализована технологическая схема с предварительным нарезанием щелей, сканирующим электромагнитным потоком концентрированной энергии СВЧ с последующим разрушением целиком этим же потоком с энергоемкостью процесса 20-40 кВт-час на метр кубический. Мой комментарий. Тут мы только что прочитали, что с помощью СВЧ в породе можно нарезать щели. Жаль, не приведены характеристики. На какую глубину установка могла прорезать камень, какой ширины был проплав или пропил и как это выглядело. Известно влияние воздействия электромагнитного СВЧ-излучения на горные породы с целью ослабления их прочности. На этом эффекте развиваются способы комбинированного воздействия энергии СВЧ и механической на горные породы с целью создания возможности менее затратного их разрушения.
Создаются электротермомеханические и породоразрушающие устройства для бурения и комбинированного разрушения массива крепких горных пород. Пока это направление исследований находится в стадии становления. О чем-то похожем рассказывал Максим Солдатов на канале Лаи. Видно, что гранитный саркофаг подвергся какому-то воздействию, предположительно с целью ослабления породы. Затем по плоскости воздействия планировалось отрезание породы. Как говорит Максим, в результате замеров он выяснил, что это след от пилы диаметром 3 метра, и мы можем видеть, что пила ушла в сторону. Далее Максим предполагает, что из-за того, что пила ушла в сторону от ослабленной плоскости, она застряла в прочном граните, и для ее извлечения пришлось отбить отрезаемый кусок, который планировали использовать как крышку саркофага. Вот что выдает Алиса на запрос, можно ли с помощью СВЧ-излучения разрушить горную породу. Нагрев. Микроволны поглощаются в породе, превращаясь в тепло. Если направить мощный поток на участок породы, локально температура может резко возрасти, и материал нагреется до пластического состояния или даже расплавится. Ионизация. При поглощении СВЧ-квантов в породе образуются свободные электроны и ионы. Это меняет ее электрические свойства. Она перестает быть диэлектриком и становится проводником. Такой переход может привести к локальному пробою, например, электрическому разряду и разрушению участка массива. Химические реакции. Энергия поля может инициировать или ускорить некоторые химические процессы в породе, например, разложение определенных минералов. На мой взгляд, проблема официальной науки в том, что она считает прошлые цивилизации примитивными и убогими в техническом плане. Это их догма. Чем эта догма подтверждается, непонятно. Это уже стало чем-то вроде религии. Факты в сторону, главное верить. Исходя из этого, они придумывают сотни рабов, деревянные бревнышки, палки-копалки, медные зубила, медные сверла, диоритовые камни и прочее. Я предлагаю смотреть на технологии прошлых цивилизаций без предвзятости. Представьте, что вы вчера прилетели с Марса и ничего не знаете о планете Земля. Чьи технологии вы посчитаете продвинутыми, а чьи отсталыми? Что, если наши технологии на самом деле отсталые и примитивные, а технологии предков продвинутые? Вот такое видео. Что думаете по этому поводу? До новых встреч, пока.